Газельку мы с вами от Асаты посмотрим. Ну что, Асать, привет огромный. Привет. Так, я сразу зайду, лайкос завезу, подписочка, колокол оформлена, ссылка внизу в описании. Со дна постучали, Газель Сити. Новинка от Газель. Хуйтата. Поехали. Кстати, тоже не забывай поставить лайк, там подписаться, там все дела, там кнопку красный в серый перекрасить, ну ты понял. 27% без подписки смотрят, ну разве это дела? Новый год все-таки, не забудь. Ну, та же самая Газель, только морду ей, по-моему, изменили и все. Ну чё, всем салам. Это просто невероятнейший будет обзор. Я вам обещаю, это будет очень крутой обзор. Вы, как Блин, интересно, сколько такая Газель стоит. Очень интересно. всегда, на канале Асата Channel. И с вами я, Марат Борода, запчасть Колиев. Запчасть от Газели. Колиев — это на самом деле запчасть, деталь, которая поломалась на 2000 пробега. Об этом мы еще с вами поговорим. Итак, у нас сегодня на обзоре просто невероятный Сколько? динозавр. Мы сегодня в террариуме, еще раз повторюсь. Вот у нас там газели, вазели, мазели, вазелины, нивы разные. Вот, ну, мне предложили, не хочешь ли ты, Марат, снять обзор на новую Газель Сити? Вы все прекрасно знаете, что в этом году, по-моему, или в прошлом, я уже точно не помню, я делал обзор на такой же маршрутный автомобиль, то есть на маршрутку Газель Next. Кто не смотрел... Подождите, но Next мы видели. Next видели, ну давай посмотрим, что здесь. Пожалуйста, Нет, что-то стопудово они улучшили, что-то стопудово они усовершенствовали. Я так понял, больше стекла стало. Я не знаю, судя вот по всему, что вот я сейчас вижу. Ссылки где-нибудь здесь переходите, смотрите. Обзор получился очень угарным и, самое главное, очень правдивым. Ну, я посидел, подумал, а чё нет? Почему нет? Люди же любят смотреть у меня на канале обзоры на всякое такое творение, на вот всякую такую дичь. Вот она прям перед вами. Очень тяжелая, зараза. Я уже устал с ней ходить. Знаешь, так, это оружие. Смотри. Видишь? Что это за херня? У нас там. Это как у Сабзиру. Петля или что-то? Петля? Руку себе не сломал, да, палец точнее. Новая Газель Сити. Здесь вот написано прям Газель Сити. Город, городская Газель, которая предназначена для того, чтобы возить ваши души. Ваши и без того бедные души возить вот на этом калечащем автомобиле. Вспомним, на чем ездили не так уж и давно, да, наш народ, на чем ездил. Что было в таксопарках нашей страны? Рафики. Потом появились Газели. Это не застал. Потом появилась... Но я думаю, Газели все заставили. Но первую я точно не застал. Газель Next, и сейчас появилась Газель City. По идее, прошло немало лет, и в извозке, или как это правильно сказать, в извозе людей ничего не поменялось. Я почитал за этот автомобиль, почитал совершенно немного, просто так слегонца ознакомился с тем, что сделали, посмотрел бегло. Мне кажется, или она еще длиннее стала? Или кажется? Перемотках какие обзоры, просто глянул, какого мнения люди, посмотрел больше в Ютубе, потому что там были опросы, и мне интересно было, что люди будут за это. Подожди, на чем мы ездим в городе? Что у нас ездит? Я давно не ездил на общественном транспорте. Нет, у нас, наверное, тоже газельки ездят, но не такие, а вот предыдущие. Блин, надо посмотреть, что в моем родном городе ездит. Даже интересно. Слушай, напишите, что у вас ездит по городу. Откуда вы, с какого города? Ну, страну можете не писать, просто город и на чем вообще вы катаетесь. Это говорить. И вы знаете, изначально, когда я начал смотреть эти обзоры, в душе появилась легкая надежда от слов, из слов людей, блогеров. Легкая надежда на то, что новая Газель Сити стала лучше. Я вам даже больше скажу. Я несколько дней вот мучился, думаю, моя аудитория любит, когда я в машины. И если мне вот сейчас понравилось из того, с чем я ознакомился, машина, ну как понравилось, ну имеется... Давайте я сразу перейду к самой тачке, вы не против? Мечтал стать космонавтом, Очень интересно. но в результате стал космосом. Нет, ни хрена, они Но внешне различается, конечно, серьезно. Прям, ну, конкретно вот различается. Внешне. Нет, ни хрена. Они умудряются с каждым годом пробивать все новое и новое дно. Поэтому давайте потихонечку с внешнего вида и уже о салоне.
Прошлая «Газель», она вот здесь у нас стоит, вот она, да, вот она стоит. Она ударенная, вот, ну, кстати. приблизительно понимаете, что это за «Газель». Ну, она просто смотрится чудовищно. Как Нихера себе ударенная. Там что, я не пойму, кто-то снес просто наглухо, что ли? хромая какая-то лошадь, ну, как автомобиль, который слепил человек, который вообще не умеет думать. Здесь со внешностью получилось немножечко другое. Здесь машина стала смотреться симпатичнее. За счет того, что она больше стала 100%, похожа на свой какой-то коммерческий транспорт, типа Форда, Мерседеса, да, там вот Не, эти факт, линии, факт. даже оптику возьмем, позаимствована у Мерседеса, у Форда. Не, братцы, морда чем-то похожа на Мерс. Я не знаю, мне кажется или нет, но морда реально похожа на Мерс. А здесь сделали табло. Это же будущее наше. Это рано или поздно везде в городах они будут. Слушайте, ну внешне он неплохо смотрится. Вот так вот скажу. Ну неплохо, вот мое личное мнение. Отдаленно прям напоминает. похоже. Но они не отказались от привычного вида, и поэтому все линии вот этого оленя, который вот здесь красуется, они остались. Хотя олень, говорят, животное грациозное, красивое, но в автомобиле они прям его унижают. Мордашка получилась симпатичная, все, «Газель» стала выше, у нее появилось табло, об этом мы тоже поговорим. Короче, здесь столько горе-компьютерщиков сломали об этот блок управления. Они говорят, это херня. Я говорю, ладно, ну не можете, ну бывает. Ну, не настроит никто, даже производитель. Я говорю, мы вам скинем то, что нам надо сделать. Первое, когда я увидел вообще этот автомобиль, не то чтобы вживую, а вообще на картинке, прочитал за него, боже. это не абсолютно новая модель, и не 2 дня. Когда я увидел эту тачку и увидел эту оптику и спалил то, что здесь стоит диодная оптика, здесь стоят линзы, я прям ошалел. Мне прям это понравилось. Думаю, неужели они наконец-таки начали думать своей ебаной тупой головой? Они начали думать и сделали что-то, да? Оптика очень красивая. Поговорив с водителями, она очень достойно светит. Она неплохо прям светит. Водителям нравится. Не, внешне Но опять же выглядит вопрос. неплохо. Делая уебаный, сука, оптику, отечественный производитель, он делает, знаете, как шаг вперед и 7 назад. Они опять забывают поставить сюда противотуманки. Да ладно? Противотуманки, я уже не один раз за это говорил. Да ну нахер, это заглушки что ли они сделали? Да ладно, хорош. Ни в одной машине об этом упоминал, и точно Бля, так же ну на это «Газели». вообще типа у нас забей. страна не освещенная, потому что иногда ты заезжаешь в такое пи***нево, и вы жалеете сюда противотуманки. Топ-опция. Машина стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Самое интересное, и не один раз я об этом говорил, что эти противотуманки тупо ничего не стоят. Вот они. Мы вот специально не поленились и поехали, купили эти и противотуманки, которые, сука, в розницу в магазине стоят. Мы специально попросили не магазине. снимать с них ценник. 1370 рублей в розницу в магазине, не оптом. 1300 А теперь рублей. подумайте, сколько вот это будет стоить на производстве. Сущие копейки. Машина стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Внимание, говорит, вопрос, да? Сколько на производстве будет стоить вот комплект вот этих противотуманок со всеми креплениями, проводами и кнопкой? Просто один раз решили купить противотуманки и подарить их водителю. Ну так как здесь... Вот мне люди очень часто в обзорах на Асату говорят, да, в моих реакциях говорят, Леха, вот вы типа блогеры, вы все заодно и так далее. Как здесь можно с ним поспорить? Как ты здесь поспоришь? Он говорит сущую правду. Не везде хорошее освещение, не везде. И можно было сделать, можно было это поставить. Это факт. Выставка динозавров. Что это за раз была? Приколись. Я же невысокого роста. Меня недавно коротконогий назвали. 1,76 м в кроссовках. На Нормальный лабутенах. рост. Как это все работает? Приколись, здесь еще ступеньки эти сделали. Они просто в подъезд мотор поставили. 2 ступеньки? Вы серьезно? Смотри, ну вот он я. Я здесь в полный рост, вот здесь стою. Вот, ну вот здесь уже не встаю. Она показывает, что у него водительская дверь открыта, прикинь. Прикинь, она показывает, что у него с левой стороны дверь открыта. Ты чё да? Слышь, овца. Вот посмотри, я просто ногу, я выйти отсюда хочу. Я просто хочу выйти, посмотри. Где она? Вот это край. Посмотри. Блядь. Посмотри, где я цепляюсь.
Я не знаю, у него показывает, что у него что-то открыто. Ремень застегнут, здесь тоже застегнут. Ручник спущен. Это она меня узнала. Я вас сейчас там так что вы у меня ты представь, до чего она доводит. Что бы сейчас ни сделал за рулем вот этого автомобиля, сидя на кресле, я по-любому с чем-то должен столкнуться. Вообще никакого комфорта. Помимо того, что ты борешься с самим автомобилем, борешься с толпой людей, которые сзади, а среди них еще бывают попадаются. Тебе еще приходится бороться здесь. Обо что-то ты должен удариться. Посмотри на вот эту. Посмотри. Просто посмотри. Посмотри. Какого это все качества. У меня сейчас так кипит, клянусь. У меня варикозное расширение вен сейчас начнется. Я не знаю, как оскорбить еще людей. Кто вы просто, ну, кто знает, просто кто. Вот кто? Динозавр. Вы в натуре динозавры, что ли? Ну, мы вот сейчас в натуре как будто в террариуме. Что за звук? Ты слышишь? 3,2 миллиона. Блять, я как вижу вот эту вот панель, вот эту вот торпеду. Я сам как водитель, у меня начинается это. Просто прикинь. Она стала больше. Но появился ли комфорт от того, что она стала больше? Сомнительно, конечно. И вот это, смотри, вот я остановился, и вот смотри. Надо целое, сука, упражнение, чтобы этот ебаный ручник. Здесь, в этой пещере, свет есть. Где он? Вот он. Вот он. Он нам что-нибудь дает, не дает. Вот это что? Вот что вот это? Ну что это, ебаный твой? Чтоб тебе раз тюль на повязали, чтоб ты с ним ходил, чтоб ты скатертью накрывался, чтоб у тебя веки наполовину спустились, и вот ровно наполовину закрыли тебе верхнюю часть сетчатки, и вот чтоб ты с полуоткрытыми ходил. Я твою катаракту ебал, урод. Что это за хуйня? Просто объясните мне, для чего это ебал, просто. Ну зачем это? Это знаешь, вот, ну, кто-то что-то... Блять, что жесть какая-то вообще. Куда-то надо было просто внедрить. Тварина, вытащи шприц из паха. Я не удивлюсь, если у него в натуре фамилия Зейченко. Ну как, этот трезвый человек не может придумать. Это надо вот так ездить, слышь, вот так. Вот так. Вот так, что ли, на ней? Вообще жесть реально. Ну, тварь. Что бы ни делалось, человеком не придумывалось, должно нести какой-то посыл, то есть что-то полезное. Либо что-то во вред. Вот тот Ты дебил... просто посмотри, опять это, блядь, дырка, это ебучая. Ты посмотри вот на эти кнопки. Просто посмотри на все вот это вот. Это же просто забей. Эта тачка 3 мульта стоит. Посмотри просто вот сюда вот. который это придумал. Я жду, когда с мне ним сейчас он это покажут придумал. эти. Но тот, кто решил это сюда поставить, он сделал это во вред. Вы люди, которые не должны думать о нашем народе. Ну не должны. На законодательном уровне запретить вам думать. В ухо вбить вам. Вот насквозь. И чтоб вы вот ни о чем не думали. Ну вот на, пожалуйста. Не, если внешне она по факту изменилась хоть как-то в салоне, но это просто, блядь. Пожалуйста, посмотри. Здесь что за просто лабаш. Ты по маршруту работаешь. Ты везешь людей. И вот представь, ты поворачиваешь, и тебе луч. Как от него спрятаться? Вот так? Вот это то же самое. Здесь огромное количество места для того, чтобы Ой, сделать боже, здесь блядь. козырьки. Ой, вот этот кинескоп здесь нужен. Или он от солнца как-то просвечивает, его виднее лучше оттуда. Нет. Сзади проектор стоит. Да, и ты такой раз так, опа, и сидишь и смотришь, да, Брюса Уиллиса. Вот оно, родное. О боже, вот про что я говорил, блядь. О боже мой, посмотри вот на это.
Ах, Потому что она здесь есть или нету, да, там. Может, она не нужна здесь. Но она, сука, здесь быть должна. Когда вы говорите о людях. Здесь тоже человек, здесь не обезьяна сидит. Здесь человек, который в течение дня возит там людей, среди них нищие люди, папа, он нервничает, еще что-то. И нет, чтобы здесь как-то вы ему вот такой вываливаете. Сидишь в оковах, еще кандалы сюда повяжите. Залезть сюда невозможно. Вылезти отсюда целый скоро газель как дом пятиэтажный будет ездить. Утром Блядь, да ладно, стой. Что? вылезти отсюда целый скоро газель. Блядь, ты представляешь, хер с ним вверх. Ты представляешь, сколько вниз будут оступаться народу. Ты представляешь, сколько народу туда будет с непривычки щемиться. Кто-то скажет, ну типа здесь вход, там выход, да какая разница. Ты представляешь, что здесь будет твориться? Почему просто скат нельзя вниз сделать? У них места не хватило или что? Газель как дом пятиэтажный будет ездить. Утром в окно выглядываешь, пятиэтажка ебанула. Такая, знаешь, я ему сходу такая пластиковая пятиэтажка. И люди, бля, будут вот так ездить на работу. Дай мне нахуй камеру в руки. Она же пишет. Вот, как мне смотреть на тебя, блядь? Вот дай я туда встану. Я тебя прошу, вот как ты думаешь, кот, как мне здесь встать, чтобы ты... Как тебя поместишься? Да, все нормально, брат. Я все контролю. Я поместился здесь охуенно. Вот кот. Сколько ты, рост у тебя какой? 94. Что? 190. Вот у нас ступенька на второй этаж. Вот она, замечательная такая ступенька. Давай, кот, попробуй, блядь, сесть. Вот. Ага. Охуительно, да, ты сел? Нормально же ты сел? Место для Я ж не кондуктора. пизжу. Это я еще худой. Это ты еще худой, и еще смотри, еще не было подлокотника. Это еще подлокотника не было. То есть этот подлокотник не приз... Понял? Вылазить тут удобнее. Чем залазить, да? Да, залазить тут типа надо... А, я понял, надо вот так залазить. Да, надо кульбит ебануть. Понял же, блядь, что туда тяжело садиться? А теперь попробуй просто сесть на место пассажира. Легче же, чем на водительское. А почему ты, как ты думаешь? Посмотри, как вот эта хуйня стоит. Она туннельно туда тебя сама ведет. То есть ты когда сюда прямо идешь, ты въебываешься вот в нее. Вот она. Она сюда чуть смещена, скошена в эту сторону. Он хотел вроде бы и места больше дать за счет того, что он угол развернул, да? Но туда невозможно садиться. А знаешь, почему они так сделали? Сказать тебе? Потому что у них подлокотник, если бы он сюда поставил, у них подлокотник бы не поместился, блядь! Смотри. Посмотри просто на этот подлокотник. Садиться вот так. Как хуй будешь сидеть здесь, нормально тебе будет. Вот, ну, ты можешь открыть себе здесь, сзади на тебя по-любому кто-нибудь орать будет, блядь, закрой форточку, скотина, блядь, меня продует. Под лучами солнца сгоришь вместе с водилой. Испепелить тебя нахуй здесь все. Ну, ты как в этом, в Блейде, помнишь, когда они изгорели? Проходимость больше салона, пропускаемость монеты, копейки больше. Вот, Блять, вот это... а ведь он прав. Ты представляешь, сколько народу будет орать: закрой окно, открой окно. Мне дует. Нет, мне, блядь, не дует. О боже. Чуровательное зеркало перед ебальником пассажира. Можно там раз, там раз, охуительно. Раз посмотрел. Раз можно в трусиках. Сука, я в электричках катался. Там раз, бабка идти. Ух, ёб. Только на электричках я это слышал, катаясь. Фу, сука, скотина, как ты живешь на этой земле, бля, тварь. Вот это для чего вообще придумано? Высосанный из пальца, полностью согласен. А, это что? Я, батюшки, это, если ты на картах, это для гопоты, а? Чисто такое, семечки погрыз там. А как? Тут раз закатил такой, опа, раз, места нету, все сидят, ты не инвалид, если ты не, ты не инвалид, ебать, ты бродяжной. Подкатил, присел на корточки, спустил подлокотник, там люди, и туда вещаешь, бля. Вечер в хату.
Ну это как? Может вот так съездить вариант? Если я уже закатил сюда на кураже, бля, на картах. Я даже говорить подзаебался, ничего могу не и так, хочу. бля. Может это для стоячего? А? Упор такой, знаешь. Может... Не, ну это будет абсолютно глупая хуйня. Я даже не хочу об этом думать. Ну ты уже подумал. Бля, не вариант. Бля, если ступенька не используется как дополнительное место. Сюда закатывается коляска. Здесь раму чуть переделали, она получается низкопольная. На ней легче подъехать к бордюру. То есть человеку уже не надо будет подниматься на ступеньки здесь, на входе в автобус. Все осталось по-прежнему. Ступеньки остались здесь и зашел и поднялся. То есть на следующий уровень, как это сказать, удобных перевозок. Здесь ставится коляска. Ну, я не думаю, что здесь больше одной коляски поместится. Седла, да, они рассчитаны, когда, если инвалида нету, что, ну, если учитывать, что здесь место 3 посадочных, а 3 человека здесь, ну, очень тяжело залезут. Они залезут, их можно ногами вбить туда. Здесь упирается вот эта беда. Она будет тебе здесь упираться, мешать, потому что 3 человека, если здесь сядут, вы здесь охуеете втроем. Ну, он стал выше, и здесь, ну, как бы поручни есть, и схватиться, есть за что, потолок выше, короче. В этом плане он, конечно, стал удобнее, хули пизде. Приколимся с сидений, да? Посмотри, я просто на нее оперся. Посмотри. Она настолько... Это все оторвут, конечно. Если всё кто сразу сможет оторвут. передать угол сидения, как оно вообще стоит, оно стоит под углом. То есть вот эта передняя часть седла самого сидения, посадочного места, не спинки, передняя часть ниже. То есть оно стоит вот так, искоса. Помимо того, что это ужасно уебанский ёбаный. Че, я сломал что-то, да? Я просто потянул. И все. Вот оно, сиденье. Вообще ничего, это кусок пластика с очень-очень самым дешевым тонким, бля, поролоном. Он просто просядет, и вот потом вы будете сидеть на пластике. И скорее всего просядет он не, ну, как, не равномерно, а у каждого, как говорится, своя жопа. Они додумались прятать болты пластиком. То есть раньше это все было видно. Чуть-чуть стало, ну, в этом плане интереснее. Если ты облокотишься, сам градус, угол наклона, ты по кочкам, а эта машина ездит по нашей стране, не забываем, какие у нас дороги. Спасибо и за это вам тоже. Несмотря на то, что она на пневме, здесь уже сзади стоит пневма, только сзади она стоит, это для того, чтобы машина могла подъехать, опуститься, чтобы закатить, допустим, коляску. Кто говорит высосано из пальца, пацаны, но по факту, ну вы представьте, вот подобный класс. Надо просто посмотреть, допустим, за 3 мульта, что можно взять. Хорошо, ладно, окей, 4 миллиона. Там или там на 500 тысяч дороже, на 700 тысяч дороже. Какие есть альтернативы? Я просто сейчас рынок не знаю. Вот просто мне интересно, что можно взять за эти же бабки. Вот прям максимально интересно. Она на пневме. За счет пневмы... Я не думаю, что какой-нибудь, ну, Мерседес вряд ли мы, конечно, возьмем, но какой-нибудь Фольц, может быть, Citroёn какой-нибудь или Peugeot, я не думаю, что нельзя взять за эти деньги. Я не буду утверждать, но в комментариях, кто шарит, особенно за эти машины, водители, я уверен, нас смотрят. Ребят, напишите, пожалуйста, кто по рынку шарит, что можно взять. Давайте так, 3,5 миллиона. Что мы возьмем, тоже новое, давайте вот так. И можно ли что-то взять? Она стала, естественно, мягче. Она едет совсем совершенно по-другому. Вот. Но за счет того, что все равно будет игра кузова, да, вы будете отсюда уебывать, короче. Сесть здесь вдвоем, как и на предыдущем Next'е, невозможно. Это же полнейшая чушня. Ну вы для кого, твари, делаете эти машины? Для кого? Для китайцев. Этого всего пиздец. А представь, сейчас еще сюда один еще сядет. Мне кажется, что король в этом салоне будет вот он. Кто скажет, что просто осата типа толстый там и так далее, на самом деле кость широкая просто. Типа таких людей мало, пиздеж. Не забывайте, что ездят бабули, не забывайте на массе, причем бабули, не забывайте, что ездят просто тучные люди. И эта проблема будет повсеместно 100%, прям к бабке не ходи. Все идут, а я канаю, братуха. Такой типа, бедолаги. Посмотри на эти спинки. Вот, я не знаю, блядь, но это, они скоро вот так будут ездить. Смотри на это говно. Просто.
Это просто мы вам рассказали только за салон. Мы первый раз снимаем столько, блядь, о машине, нет, кот? Первый раз в жизни мы снимаем столько одну машину. У нас материала на 2 серии. На 2, блядь. Это первый раз в жизни. Куда светят эти аварийки? Просто прикольно. Чтоб ты одно утро проснулся, и у тебя глаза на затылке были. От чего это ключ, как вы думаете? Короче, ждем 100% вторую серию. Асад, давай не тяните, выкладывайте. Интересно посмотреть, что там намутили. Давайте поддержим, тоже в комментариях ему напишем от Харда, чтобы все-таки уж выложил. Интересно посмотреть. Так что не забывай поставить лайк и, так скажем, подогнать немножечко. Все-таки Асад, потому что интересно уже более детально разобрать, что там не так.